Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам, что я получила с сайта AliExpress. Долгожданные посылки очень-очень долго шли. Ну и половина уже ко мне пришло. Много еще в пути. Так что готовьтесь, распаковок будет много. И сегодня я покажу вам бусинки и немного фурнитуры под серебро. Бусины я выбирала на свой вкус и цвет, так как планирую делать украшения самые разные и необычные. И поэтому я подбираю такие интересные бусины всегда. Посмотрите, какие интересные, да? С такой полосочкой. Матовые бусинки. Написано, что это агат, но написано, что камень. Ну а какой это, я точно не могу вам сказать. Но мне понравились очень бусины. Матовые, 10 мм, 37 бусин на ниточке. Очень интересные. Так как я заказала еще такого плана белые бусины, очень большие, крупные, 14 мм. Вот придут, и я посмотрю, как они будут смотреться вместе. Хотела делать украшения с такими большими бусинами. А так как сложно очень найти на сайте AliExpress бусины 14 мм, но мне удалось найти. Вот такие бусинки зеленого цвета. Очень красивые бусины. Мне так понравились. Написано, что это природный африканский нефрит у продавца в описании. Но насколько это правда, я тоже не могу утверждать. Здесь есть вот такая бусинка наполовину прокрашена. Или такие вкрапления здесь. В принципе, они мне нужны были по цвету, так как мне пришел вот такой кулончик, то есть кабошончик, помните, да, я показывала. Я их покупала для того, чтобы вот в такие ставить основы платформы. А он у меня немного большеват и хорошо не становится. Поэтому я думаю сделать кулон, вышить бисером, ну и подобрать какие-нибудь бусины посветлее к этим. К примеру, да, вот к примеру, посмотрите. И будет красивое украшение. Вот такой вот кабошончик у меня есть. И будет, наверное, такой кулон красивый. Дальше вот такие бусинки. Тоже написано, что это камень, но я тоже утверждать не буду, потому что они легкие. 10 миллиметров я выбрала, так как мне очень понравился вот этот цвет. Расцветка. Синий, тут более такой коричневый, светло-коричневый цвет есть. И цвет мне очень понравился. Именно вот темный. Здесь есть бирюзовый цвет. Так как я ранее покупала вот такой кулончик. И здесь кабошон очень такой насыщенно голубого цвета. Турквенит или что это, я не помню. Турквенит, наверное. Но не пластмассовый точно. И к нему у меня нет таких бирюзовых бусин. Оттенков очень много бирюзы, под бирюзу, гавлит. И трудно подобрать. А когда я получила эти бусины, приложила кулон, и мне кажется, очень хорошо будет, если я поставлю этот кулон. И еще какие-нибудь бусины подобрать можно. Поставить медную фурнитуру, и будет красивое украшение. Я думаю, с этим кулончиком.
Вот такие бусины. Это уже стеклянные бусины. Мне понравился цвет, когда я получила. Нежный такой. Нежно-нежно-голубой. И бочонки все одинаковые. Одна здесь бусина, вот половинка. Расколотая бусина. Ну, а все остальные мне понравились. Ровненькие, аккуратненькие. 8 на 11 миллиметров. И 40 штук на ниточке. И разнообразие было цветов. 11 вариантов. Я еще, по-моему, заказала другого цвета. В дороге. Все бусины в дороге еще. Цвет красивый. Нужно было, по-моему, к какому-то украшению, поэтому я выбрала такой цвет. И вот эти тоже я выбирала бусины, так как у меня есть кабошон такого цвета. Это написано, что агат, матовые бусинки, очень такие интересные. Понравился мне цвет. И сейчас я покажу вот кабошон, помните, да, я показывала? Тоже такой непрозрачный, такой мутный, как мутные бусинки. И хорошо подходит по цвету. И подобрать бисер красивый, я думаю. Обшить кабошончик. Можно придумать какой-нибудь цвет. Это надо уже подбирать мне сидеть. И можно сделать красивое украшение. 10 миллиметров я выбрала. Понравились бусинки, необычные. Такого у меня еще не было цвета. Красивые, красивые. И вот такие бусины. Это орлиный глаз, как написано. Или второе название ястребиный глаз. Выбрала 8 миллиметров, так как они не дешевые. Очень понравились мне бусинки. Так как этот камень является поделочным и ценным материалом, камень обладает повышенной твердостью. Ну и, конечно, отличается полупрозрачным стеклянным блеском. Очень красивый блеск. И иризация здесь почти в каждой бусинке. И цвет красивый. Первые залежи были найдены в Африке этого камня. Я немного почитала про бусинки. Очень понравились. Но, конечно, они не дешевые. Но красивые. Даже вот можно с этими бусинками их вместе. Не очень, да? Но ничего, я придумаю обязательно, с какими бусинами их поставить. А может быть, просто сделать одинокое украшение, подобрать красивый кулончик или вышить, обшить какой-нибудь кабошон подобный найти. Я придумаю обязательно. Так, ну и теперь дальше начну я с фурнитуры. Прежде чем, наверное, я показывать фурнитуру буду, я хочу вам показать фурнитуру, которая у меня была в украшениях. Я не выкинула ее и хотела как-то показать, какая она была раньше и какая она стала. Например, вот эти бусинки. Знаете, да? Популярные, мы любим такие. Они, когда пришли, были такие, блестели, как, например, вот эта, да, фурнитура. А какая стала, посмотрите. Черная, причерная. Потом вот эти проставочные наши любимые бусины. Тоже они у меня стояли на браслете. И посмотрите, как они пожелтели. Сильно незаметно на камеру, но в реальности они
желтые. И вот перед тем, как ставить в украшение такую фурнитуру, я ее покрываю лаком цапун. Ну, конечно, это очень долго, каждую деталь, но а куда деваться? Эту фурнитуру я уже давно использовала, это года 2 назад, и когда я увидела это все, я разобрала камни отдельно, фурнитуру отдельно. Вот посмотрите, какая шапочка стала, а была такая блестящая, красивая. Хотя, если взять салфетку, можно потереть, это все отходит. Но постоянно протирать украшения тоже не хочется. Вот такие детальки когда-то я делала. Многорядный браслет тоже были красивые. Посмотрите, как потемнели. Вот эта застежка, да, она тоже блестела, но и сейчас у нее такой желтый налет. Не очень, наверное, заметно, но на ней есть такой налет. Сейчас я вот покажу вам. Есть, например, вот такие салфетки. Продаются и для очков их много дают в оптике. Или на Алиэкспрессе они продают. Вот, посмотрите, немножко надо протереть, и сразу начинает блестеть этот замочек. А вот с другой стороны он совсем другого цвета. Вот такие вот тоглы у меня были. Тоже, видите, как потемнели. Вот такие красивые бусинки. Как они блестели, когда новенькие пришли. Ну вот можно это все, конечно, протирать. И хорошо отходит. Вот эти вот мои любимые тоже. Такие НЛО. Я их называю бусины проставочные. Тоже потемнели. Вот такая у меня была шапочка. Красивая, но пожелтела. Вот такой налет бывает у бусин. Вот видно, да? А были очень красивые. Эти все детальки блестели. Так, ладно. Убираю я их. Показала вам вот, что бывает с такой фурнитурой. Поэтому сейчас я очень-очень редко делаю украшения с такой фурнитурой под серебро. Но и если я делаю, то обязательно покрываю лаком. Но невозможно отказаться от таких красивых деталей. И невозможно же отказаться от такой красивой фурнитуры. Потому что в нержавеющей стали, если выбирать, таких нету. Вот такие маленькие-маленькие бэлики для маленьких украшений с маленькими бусинками. У меня таких маленьких не было, поэтому я выбрала. 10 штук идут в позиции 14 на 9 миллиметров. Понравились, хорошенькие. Вот как они блестят красиво, да? Посмотрим. Ну, конечно, я буду их покрывать лаком, потому что жалко такую фурнитуру ставить. Вот такие коннекторы мне пришли. Но когда я посмотрела перед распаковкой, их уже нет в наличии. Очень жаль, а мне они очень понравились. Я когда их увидела на картинке, почему-то мне сразу ассоциация была с растением чертополох. Как будто это бутончик и цветет, когда растение. Почему-то у меня были такие ассоциации. Ну и очень понравился мне коннектор. Здесь есть петелька. Можно крепить уже к украшению сразу. Здесь вот 4 отверстия. Здесь можно тоже прикрепить, в двухрядное украшение сделать. Но я сразу подумала, если где-то кулон вышивать и поставить вместо бейла, пришить здесь какие-нибудь бисеринки или бусинки. И бейл, чтобы выступал. И вот такое украшение сделать можно. Это я так подумала. А потом можно, я думаю, еще, если есть у вас кабошон большого размера, не такой,
3 на 4, например. Можно приклеить его. И будет как бейлом служить. Даже если на этот приклеить. Но он, конечно, не смотрится. Надо здесь большой кабошончик. Или уже придумать на бусы двухрядные. Здесь замочек можно поставить. Интересная, конечно, деталька с чернением. Размер 21 на 30. Уже с петелькой. Так, дальше. Вот такие бусинки. Проставочные. Посмотрите, листик какой, да? Их здесь 4 листика, и они между собой соединены. Очень понравились. Такие красивые. Ну и блестят красиво. Пока новенькие. Черненное серебро. Здесь прожилки идут черного цвета. Очень понравились. Они такие маленькие, аккуратненькие. Можно с маленькими бусинками, я думаю, поставить. Сейчас я возьму маленькую бусинку 6 миллиметров. Неплохо. Можно побольше бусинку. Тоже неплохо. Это уже 8 миллиметров бусинка. Ну, а мне понравилось, когда их вместе несколько поставить. У них здесь остренькие края у листиков, и они друг в друга заходят. И посмотрите, как здорово смотрятся, если вот так поставить. И здесь, конечно, есть поострее, покруглее сторона одна. Вот по 2 или по 3 можно поставить. Тоже элемент красивый будет, да? И здесь их 25 штук, 6 на 5 миллиметров. Маленькие очень, да? Вот такие застежки тогл. Очень понравились. Необычные. Так как у меня тоглов, наверное, в серебре, в таком еще античном, нету. Поэтому я выбрала вот такой интересный дизайн. Там было несколько вариантов тоглов. И все такие в винтажном стиле. Здесь палочка интересная такая, неровная. И размер 30 на 15 миллиметров. Интересная деталька, мне понравилась. Можно ее и в вышивку, я думаю, где-то поставить, обшить. Останется колечко для подвески, чтобы вешать на украшения. Интересная, да? Здесь цветочки, цветочная тема. Вот так сзади выглядят. И 10 штук идет в комплекте. Понравились, интересные. Но там еще были другие варианты тоглов. Трудно было остановиться на каком-нибудь одном. Но я выбрала эту форму. Там еще были интересные варианты. Вот такие бусинки, как фонарики. 2 идут в комплекте. Конечно, это мало очень. Хотелось бы больше. Но я таких не видела большего количества. Я видела, такие есть под бронзу. Там уже большее количество идет в наборе. Ну, а здесь они всего лишь 2 штучки. Но очень красивые. Рисунок понравился. Можно вот так 2 поставить в украшения. Смотрятся очень красиво. Они недорогие были, 2 штучки. Размер 15 на 12 миллиметров. И здесь отверстие крупное.
3,5 миллиметра. Ну, мы знаем, как его обыграть, это отверстие, чтобы бусина не болталась. Но красивые, посмотрите, какие они красивые. Можно что-то поставить в отверстие, например, заглушки силиконовые. Никак не придут ко мне. Жду не дождусь. В этот раз посылки так долго шли и идут. Понравились мне. Вот из этих бусин нужно делать украшения именно с такой фурнитурой. И последний, это тоже бусинки у меня. Вот такие красивые, тоже очень понравились. Блестят, прям блестят. И у них внутри идет чернение. Тоже похоже на фонарики. Сейчас бусинку надену. Посмотрите, какие они красивые. Ну, просто прелесть. Если их ставить в украшения. Надо их обязательно лаком покрыть, чтобы они остались в таком цвете, не потемнели. Красиво переливаются, пока новые. И всего лишь 30 штук идет в комплекте. И размер 8 миллиметров. Но красивые, понравились. Интересные такие, как фонарики. Вот такая у меня сегодня была интересная, на мой взгляд, распаковка. Напишите, понравилось вам или нет, что вы уже покупали. И как вы пользуетесь фурнитурой под серебро, покрываете вы лаком или нет. Но я буду покрывать, конечно, хочется, чтобы она оставалась в таком красивом цвете, блестело все. И бусины все мне понравились, интересные. Ну, а если вам понравилось мое видео, поставьте мне пальчики, подписывайтесь на канал. Все ссылки будут под видео. Заходите, смотрите. Ну а кто не подписался, подписывайтесь. Много еще интересного впереди. Все посылочки буду показывать. До скорых встреч. Всем пока.